Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про камеру Fujifilm X-S10. Я вот сейчас недавно вдруг вот так внезапно осознал, что у меня на канале вообще-то нет ни одного обзора про камеры Fujifilm, их кроп-системы на X-Mount, потому что у меня есть на всякие разные камеры Fujifilm обзоры, но вот конкретно про их, собственно, самые популярные, самые как бы интересные обычному потребителю камеры у меня почему-то нет. Только про какие-то особенные вещи у меня были ролики на канале, то есть, типа, допустим, про старый Fujifilm, типа, из нулевых, это камеры, сделанные совместно с Nikon, но при этом со своими уникальными матрицами Super CCD. К примеру, у меня есть ролик про Fujifilm S5 Pro на канале. Это легендарная камера, прекрасная зеркалка, сделанная на основе Nikon D200. Делал я также обзоры и на камеры, конечно же, с APS-C сенсором. Ну, в основном это были все-таки премиальные компакты с 35 мм эквивалентом, например, X100S. И там я рассказывал, в общем-то, про в целом линейку X100. Ну, это как бы видео у меня там было приурочено к десятилетию ее выхода первой самой модели. Ну и само собой про мои самые любимые компакты, у которых все-таки фокусное расстояние эквивалентно 28 мм. Ну, мне в нем достаточно комфортно, мне это фокусное расстояние нравится. Поэтому у меня, конечно же, есть на канале обзоры и на XF10, и на X70. Ну и, конечно же, их компакты с матрицами 2/3 я тоже вниманием не обделил. Это X20, например, Fujifilm, и также Fujifilm XQ2. И даже я уже успел сделать обзоры на парочку средних форматов от Fujifilm. Внезапно, да, Fujifilm не стал суваться в полный кадр, они остаются в APS-C формате, основная их, да, система, и также они создали GFX-систему среднеформатную сразу же, минуя полный кадр. Ну, собственно, на канале есть обзоры на ужасную, отвратительную GFX 50R, которая мне прям очень не понравилась. И есть также обзор на веселую, забавную, просто интересную и необычную камеру GFX 100. Ну и пришла, значит, мне пора наконец-таки исправиться и рассказать про вполне себе актуальную камеру, кропнутую, со сменной оптикой. Это Fujifilm X-S10. Ну и всем, кто русскоязычные какие-то блоги смотрит по фототехнике, известная как камера, на которую неистово дрочит Олегос. Ну а для начала, как у меня на канале все-таки заведено, разберемся, какое место именно вот этот X-S10 занимает в модельном ряду APS-C камер у Fujifilm. И, как вы понимаете, если тоже, опять же, за рыночком как немножко следите и поглядываете за новостями, Fujifilm за последние 10 лет существования вот этой системы на X-Mount наплодил просто огромное количество самых разных камер, просто невероятная плодовитость у них в плане модели, именно я имею в виду. Понятно, что там большинство камер, в общем-то, по сути, одинаковые по своей начинке, просто в разных форм-факторах, в разной степени урезаны. Ну и сейчас быстренько пробежимся, собственно, по модельному ряду Fujifilm, разберемся, кто есть кто. Правда, единственное, я сделаю оговорку, что я так часто буду говорить букву латинского алфавита X, что всякие стрейтейджеры и ребята, угоревшие по крестам, я думаю, что будут очень довольны. Ну, самая первая серия, появившаяся в 2012 году и запустившая вообще этот X-Mount, это X Pro. X Pro 1, собственно, вышла тогда. Камеры выполнены в стиле дальномерок и с просто супер очевидным явным закосом под лейку М. Но благо все-таки они с нормальным автофокусом, который фокусируется без каких-то вопросов, тебе не надо там мудиться постоянно с ручной оптикой. Ну и благо ты вот эту дурацкую дырочку, через которую как бы смысла нет особо как-то наводиться на Fujifilm, ты можешь поменять на нормальный AV. Далее у нас идет XT серия, и XT это, пожалуй, камеры такие, ну, просто с обычной классической компоновкой, а-ля стандартная DSLR зеркалочка какая-нибудь. Но только, конечно же, эта камера является все равно беззеркалкой, ну, просто, видимо, большинству людей так удобнее, чем пользоваться каким-то закосом под дальномерку. В общем, очевидно удобнее. Ну, и тут тоже все достаточно понятно. XT с одной циферкой, это флагманские модели с влагозащитой, там с более-менее каким-то хоть присутствующим номинально хватом и так далее. По характеристикам они вот максимальные, да, там по удобству и количеству органов управления. XT с двумя циферками, это чуть-чуть упрощенная модель, то есть там поменьше органов управления слегка, ну не прям там тотально, там может
на одну крутилочку меньше, допустим, будет. Ну и отсутствует там влагозащита. Так, в целом, они по характеристикам абсолютно идентичны. То есть внутри та же матрица, тот же проц, все то же самое. Ну и также есть еще серия самая простейшая в этом вот ряду XT с 3 циферками. И они, кстати говоря, довольно интересные. Но вот они самые простейшие. То есть там прям все, что вот можно было упростить и подрезать, все упрощено. Но, тем не менее, например, та же XT200 довольно-таки достойная камера, на мой взгляд, но тоже как бы звезд с неба не хватает и не шедевр, но нормальная. XE серия, она, ну, скажем так, наиболее, наверное, компактненькая такая, она похожа внешне по своему дизайну на X Pro, но здесь нет дурацкой вот этой дырки с закосом под дальномерки. Здесь обычный электронный видоискатель, просто он расположен так же, как на дальномерках, ну, то есть слева на углу. Существует также серия XA, она, ну, самая примитивная, самая упрощенная, она, ну, серия для самых маленьких, скажем так, и у нее там матрицы попроще, ну, все попроще, скажем так, но она тоже довольно интересная, ну, каких-то для нас супер начинающих, возможно, такой неплохой заход в систему, дешевый и простой. Выходила еще модель XM, это что-то среднее между XE и XA, но там всего одна модель, насколько я помню, выходила, и что-то продолжения особо не видно, я думаю, что вряд ли там что-то будет еще. Ну и, на мой взгляд, самое, наверное, интересное во всем этом многообразии с буковкой X вариантов — это серия XH. Она все-таки с нормальным человеческим хватом, у нее большое количество органов управления, ею удобно пользоваться, и эти камеры, что XH1, что сейчас вот XH2, да, там вышли, наиболее, скажем так, гибридные модели, потому что в них достигнут наилучший такой баланс между фото и видео возможностями. Ну, та же вот недавняя XH2S, она, ну, наверное, в принципе, один из лучших в кроп-сегменте таких вот мощных комбайнов по производству контента любого вообще формата. Ну, а наш же сегодняшний герой, Fujifilm X-S10, он, ну, я не знаю даже, честно говоря, как его характеризовать по-человечески, потому что это, ну, первая камера в этом модельном ряду, в таком, да, своеобразном, как-то она немножко в стороне от остальных находится. И по сути своей, так если посмотреть на характеристики, получается, что это, наверное, какая-то упрощенная, облегченная, уменьшенная версия XT4, потому что здесь вся начинка та же самая, ну, как и у многих других камер, но она вот прям близка к ней по своему смыслу, наверное, но она с более дохлым старым аккумулятором, и у нее нет влагозащиты. Плюс тут нормальный адекватный хват, и управление, оно организовано не в ретро-стиле, который мне, в принципе, у Fujifilm это не особо нравится. То есть, ну, как внешнее проявление, как какое-то дизайнерское решение, это, конечно, симпатично, но в целом гораздо удобнее, когда у тебя нормальная современная камера с современным управлением, а не с миллионом крутилок, которые ты, в принципе, в большинстве случаев и не трогаешь. В общем, достаточно занятная модель получилась, потому что она урезана в некоторых местах по сравнению с XT4, в таких местах, где, в принципе, мне, в общем-то, пофиг, наверное, на это. И при этом улучшена, ну, как мне кажется, в тех местах, где, в общем-то, требовалось улучшить XT4. Ну, и XS10, она довольно странная, потому что это, в общем-то, какая-то такая попытка угодить и нашим, и вашим. Такая, знаете, как ни рыба, ни мясо, ни то, ни сё. Короче говоря, серединка на половинку. Сегодня постараемся понять, разобраться, правильно ли это такое решение было, сделать эту камеру. Ну и давайте для начала ее покрутим в руках. Корпус у камеры в основном из металла. Весит при этом она всего лишь 465 граммов, что очень даже хорошо. Это легкая камера, которая не обременит тебя где-нибудь в дороге, идти с ней не тяжело. Собрана при том, что камера, в общем-то, считается относительно дешевой и простенькой, очень неплохо. Хотя снизу, конечно, детали здесь подогнаны не идеально. То есть тут какой-то небольшой зазор ощущается, даже вот пальцем просто на ощупь. Ну а все места, где вы будете с камерой соприкасаться, то есть там ручка и другие грани какие-либо камеры, где в основном ты держишься пальцами, все покрыто такой достаточно мягким, таким шершавым резиновым материалом. Корпус, конечно, достаточно маленький, но камера вообще в руке лежит достаточно хорошо. Хват удобный.
уверенно лежит в моей руке, по крайней мере. Да, чуть-чуть побольше бы, конечно, ручку. То есть тут немножко мизинец, ну так, наполовину только, наверное, лежит. Но в целом, в общем-то, держится она нормально, очень даже уверенно. Вот ты взялся, все вполне хорошо. Это не какой-то непонятный огрызок, которые иногда бывают. В общем, не стоит жаловаться на тот хват, который здесь есть, особенно когда вы вспоминаете, какие убогие огрызки на XT-серии. На XT200 только чуть получше, а до этого нормальный хват у Fuja был, наверное, разве что у XH1 и у их средних форматов. Тут сразу сделано все для людей, и сзади, в общем-то, выступ достаточно хороший под большой палец, и места для пальцев вполне предостаточно. Даже, кстати говоря, тут вот особенно промежуток мне нравится то, что довольно большой. Даже в перчатках будет комфортно пользоваться зимой, например, камерой. У Sony полнокадровых и у Nikon Z с этим, на мой взгляд, некоторые проблемы наблюдаются, потому что там ты, во-первых, у Z на программируемой кнопке можешь случайно пальцами нажимать, потому что они как слишком близко расположены к месту хвата, а у Sony реально места маловато вот в этом промежутке. Если ты объектив какой-то крупный нацепляешь, то, особенно если это G-Master какой-нибудь, то у тебя просто пальцем неудобно здесь находиться, им прям места мало. Также удобству использования способствует экранчик, который вертится во всех плоскостях, что просто замечательно, можно его и на себя повернуть, и как угодно крутить, вертеть. Это прекрасный экранчик, этот 3-дюймовый, разрешение на 1 миллион пикселей, он яркий, на солнце с ним можно визировать вполне себе, к тому же он еще и сенсорный, и иногда точку фокуса так тоже удобно выбирать. В остальном, конечно, там интерфейс не дотягивает до какого-нибудь Canon или Panasonic, то есть в меню там особо не полазаешь, то есть такая сенсорность достаточно ограниченная. Есть тут и видоискатель, у него вполне пристойное разрешение, 2,36 миллиона точек, и он, пожалуй, похож на старые видоискатели, которые стояли там в XT серии, возможно, даже в принципе он такой же. Визировать, конечно, можно, но цвета уже тут не очень, сложновато судить о конечном результате, то есть он немножко врет по картинке. Плюс я еще заметил такую странную тенденцию, при том, что у меня там и всякие спорт-режимы, и все на свете, и максимальный FPS, 120 кадров в секунду включено, все включено. У него почему-то иногда бывают странные, внезапные провалы FPS, то есть я не знаю, от чего это зависит, я не понял, то есть может быть я что-то не так сделал. Но я наблюдал несколько раз такую картину, как я вот что-то снимаю, все вроде бы хорошо, ничего не предвещает, и тут внезапно у меня начинает прям фреймрейт очень жестко падать в нем, то ли проц не вывозит, то ли, не знаю, что-то там с прошивкой какие-то глюки, может быть. А вот органов управления у камеры не очень много, хотя это, в целом, тут необходимый минимум имеется, для любого любителя тут более чем достаточно, на самом деле, органов управления. Слева тут есть рычажок, например, для активации вспышки встроенной. Она вот такая вот маленькая, убогонькая, не знаю, никогда в жизни ее не использовал, ничего про нее не могу сказать. Над этим рычажком находится колесико, на которое можно все что угодно запрограммировать, кстати говоря, переключение любых функций. Справа от видоискателя колесико выбора режима съемки, а не там выдержки или ISO, как на косящих под ретро-дизайн других Fujifilm. Спереди колесико, вот здесь находится. Очень хорошо, приятно щелкающее. И сзади еще одно немножко утопленное колесико. Оно щелкает чуть похуже, но тоже вполне себе нормальное. В принципе, этот внешний вид, он похож на такую среднестатистическую современную беззеркальную камеру, у которой вот два колесика, здесь вот основные для управления какими-то функциями. И вот, соответственно, у меня сейчас вот стоит приоритет диафрагмы, значит, здесь у меня диафрагма, здесь экспо-коррекция. Рычажок включения также находится в правильном месте, мне нравится, когда они здесь находятся, это удобно, всегда под пальцем у тебя, щелк-щелк, включил-выключил. Кнопка спуска, она жесткая, и у нее довольно большой ход. К этому прямо надо привыкать. То есть она... Иногда ты думаешь, что ты уже снимок делаешь или там сделал кадр, а на самом деле нифига, она не нажалась. С непривычки первое время такое было, потом ты, конечно, приноровился. И тут же рядом еще есть 3 кнопки. Это запись видео, ISO и быстрое меню. Их можно, как и любую другую, перепрограммировать кнопки. ISO и Quick Menu я оставил как есть, к ним я все-таки обращаюсь. Ну а на запись видео я повесил настройки баланса белого, потому что к этому частенько приходится
обращаться. С ним у Fuji вообще часто какие-то закидоны. По сути, она, в общем-то, эта кнопка не особо нужна, потому что тут все равно есть видеорежим, когда ты в него переключаешься, потом просто кнопкой спуска запускаешь видео. Так что, в общем, по боку. Сзади слева две кнопки: удаление и просмотр. Удаление также по умолчанию отвечает за режим протяжки. Справа у нас ожидает чертов минимализм от Fuji. Нет никакой крестовины ни в каком виде, только меню ОК, дисплей и бэк. Все предполагается делать джойстиком, который качует из камеры в камеру еще с X Pro 2. Такой же джойстик абсолютно стоял на дорогущем GFX 100 среднеформатном. Ну, он, в принципе, функционал свой выполняет, но мне он не очень нравится. Маленький какой-то и дурацкий. К нему, в общем, все равно можно привыкнуть и приноровиться. Тут также есть дурацкая фигня, которая мне вообще не нравится. Здесь есть, например, с свайпами управления, то есть там можно реально свайпать по экрану и на это вешать функции дополнительные. Но на фотике это вообще пиздец как несподручно выглядит. То есть ты там... Я на это ничего не вешал. То есть ты там пользуешься камерой, там на бегу что-то делаешь, и какие там нахрен свайпы, ты вообще не туда куда-то начнешь пальцами елозить, просто все собьешь скорее. Выше тут чуть более стандартные кнопки. Это AL, iPhone. На iPhone я повесил включение и отключение определения лиц в кадре, потому что почему-то камера иногда лица видела вообще в каких-то непотребных местах, там, где их и в помине быть не может, в каких-нибудь кустах, там, не знаю, в ветвях, просто, не знаю, в каких-то рельефах. Короче, это задалбывает, поэтому проще эту функцию иногда отключать. Алгоритмы фокуса здесь часто тупят, поэтому я запрограммировал очень много кнопок, которые будут отвечать за фокусировку, чтобы постоянно лавировать между функциями и как-то все менять постепенно под свои нужды. Еще есть кнопочка без подписи рядом с видоискателем. На нее я повесил, запрограммировал, в общем, тип фокуса: следящий, мануальный или одиночный. Потому что на корпусе почему-то не нашлось места для такого рычажка. На корпусе полупустом не нашлось места для рычажка, отвечающего за тип фокусировки. Это я так намекаю на то, что минимализм уже, честно говоря, задолбал. Мне он не очень нравится, но это камера любительская, поэтому к ней претензий меньше, чем когда это делается на суперпрофессиональных дорогих камерах, такой бред. Кстати, на колесико слева вот это я повесил выбор способа фокусировки: зона, точка и так далее. Фокус у Fujifilm, я уже, как сказал, достаточно своенравный, поэтому, чтобы с ним совладать, постоянно приходится менять настройки. Тут глаза нужны, тут не нужны, то есть ты выключаешь, включаешь, там нужна лучше зона, а тут лучше по одной точке. В общем, постоянно прыгаешь между режимами и способами фокусировки. Кнопочек, конечно, маловато. Камера, как я уже сказал, все-таки ориентирована больше на любителей, но все кнопки тончайше настраиваются, так что даже, в общем-то, профи сможет ее использовать без какой-либо боли. Ну и предварительно резюмируем, здесь, значит, есть хороший хват, можно все под себя настроить, классный экран поворотный, так что я вполне доволен. Есть малозначительные какие-то косяки в эргономике, но ничего такого, к чему нельзя было бы привыкнуть и с чем можно было бы смириться. Справа нет никаких вообще разъемов или портов, ничего нет справа. Слева под довольно приличной дверцей находится два разъема, два порта. Это, значит, micro HDMI и USB Type-C. Стандарт 3.0, кстати говоря, заряжаться может от пауэрбанка, можно также подключать, значит, камеру к компьютеру, просто заряжать таким образом. Скидываются фотки тоже очень быстро. Но, кстати говоря, зарядное устройство фуджифилмовцы не положили в комплект, зажопили, поэтому если тебе нужно заряжаться вот таким образом, придется купить вот эту штуку отдельно, потому что в комплекте, в коробочке, вот этого добра просто нет. Но зато под заглушкой здесь есть нормальный полноценный джек для подключения наушников, а не сраный 2,5 мм, которые любили почему-то фуджики раньше постоянно во все камеры сувать. Батарейка здесь устанавливается старая, это NPW126S. Улетает при съемке видео, ну, просто мгновенно, поэтому, опять же, лучше брать с собой несколько батареечек и тогда не жалеть их уже. Что довольно херово, слот под карту памяти здесь без поддержки UHS 2, да еще и совмещен вот с батарейным отсеком. Это, конечно, минус, особенно при том, что крышка открывается вот так, он, соответственно, рядом с ней, и карточку SD тебе
Блять, неудобно доставать. Я не знаю, что за ублюдок решил так сделать. Такая же фигня была, кстати говоря, на Sony Nexus. И там я точно так же матерился и страдал. Ну и последнее, о чем стоит сказать, влагозащиты у этой камеры, у этой малышечки нет. Если, конечно, не предъявлять каких-то жестких требований к камере, то она, в общем, сделана прилично. А как для любительской модели, то вообще даже, пожалуй, избыточно круто сделано. По сути, это как какой-то обожравшийся стероидов XT200 с хорошим хватом, стабилизатором и электронной начинкой от флагмана. И, ребята, обязательно должен я высказать благодарность моему подписчику, который эту камеру прислал мне аж из другого города на обзор. Вообще в Петербурге есть у нескольких моих знакомых Fujifilm X-S10, но они просто типа ее активно используют и не могут дать мне ее поюзать какое-то продолжительное время, чтобы я сделал нормальный вывод. Соответственно, пришлось человеку из другого города посылать, который так в более любительских целях использует, и поэтому ему проще, у него там есть тем более другие камеры, он просто дал мне, вот, гоняй там пару-тройку недель и так далее. Я, в принципе, довольно долго ею попользовался. Ну и опять же, я напоминаю попутно, что на всякие старенькие камеры у меня еще как-то худо-бедно денежка находится. Я сейчас, к счастью, работаю уже, не безработный, как в прошлом году, страдающий, полумертвый, голодающий. Но, тем не менее, да, как бы, если есть желание поддержать канал, помочь ему в развитии, можете в принципе подписаться на мой Boosty, ссылка есть в описании. Я там каких-то великолепных огромных донатов не требую. Подписались, там какие-то копейки капают, естественно, все пойдет на камеры, ну и на мое выживание. Сами понимаете, с сегодняшними ценами и так далее, я, в общем, не могу себе вот такое навье позволить чисто по приколу купить, и как бы, я все-таки стараюсь быть независимым от там, производителей. Ну, сейчас это, в принципе, бессмысленно, потому что все производители из России ушли, но как минимум не хотелось бы быть зависимым от магазинов, например, которые фототехнику продают, потому что они бы в какой-то степени все равно обязывали тебя избегать недостатков у камер. Здесь я всегда стараюсь честно говорить про достоинства, про недостатки камер и оставаться максимально независимым ни от кого. Ну, вернемся к герою нашего обзора, Fujifilm X-S10. Первое, про что мы поговорим, это матрица. И матрица здесь абсолютно такая же, как в X-T4, как и процессор здесь точно такой же. Так что, по большей части, все, что я буду говорить про Fujifilm X-S10, можно смело относить и к X-T4. Ну, я имею в виду именно то, что в части процессорной обработки, в части алгоритмов поведения фокуса, в части картинки. Вот это все, в принципе, относится к любой камере с этой же самой матрицей на 26 мегапикселов. Этот сенсор производства Sony, вполне себе очевидно, никто этого не скрывает. Ну, как бы уже и сама Sony на этой матрице сделала камеру FX30, насколько я помню, у Petax K3 Mark III тоже эта матрица используется внутри. И у Fujifilm тоже также она без сглаживающего фильтра, но со своим особым волшебным, так называемым маркетинговым, конечно же, X-Trans расположением цветных ячеек. И ранее у Fujifilm, начиная там с их старых еще камер на 16-мегапиксельных матрицах, всегда базовая ISO стартовала с 200 единиц. Сейчас вот, когда стала применяться вот эта матрица, впервые она появилась в X-T3, насколько я помню, у них теперь стартовая начальная, да, вот базовая такой ISO это 160 единиц. Ну и, конечно, понятно, что есть и ниже показатели, можно и ниже ISO поставить, но не нужно этого делать, потому что это уже программно накрученная ISO, и там у вас упадет динамический диапазон в цветах, а нам этого нахер не надо. Резкость у картинки отличная. Я делал большинство кадров в этом обзоре на объектив Fujifilm 18-55 мм f2.8 f4. На него, если что, обзор на канале уже есть. И объектив, в общем-то, может быть не самый лучший на свете из существующих, но он реально очень хорош для системы Fujifilm, особенно если повезет так, как мне, потому что подписчик, который мне его подогнал, ему прям чудесно повезло. Его версия оказалась прекрасная, резкая, практически без каких-либо серьезных недостатков. Но есть такой момент, что у них контроль качества не очень хороший, и иногда бывают некоторые версии 1855
мыльные и достаточно дерьмовенькие. Ну вот мне прям повезло, он прям клевый, почти что идеальный. Ну и, конечно же, несмотря на особое расположение цветных фильтров, X-Trans CMOS, вот этот вот там расчет по 36 ячейкам интерполяции, а не по 4 соседним, и несмотря на процессорные мощности, все равно в редких, очень редких ситуациях можно все-таки получить на эту камеру с этой матрицей и с резкими объективами муар. Да, муар здесь, конечно, очень редкое явление, его практически нереально получить, но можно иногда в редких ситуациях, да, он все еще есть. В остальном, в общем-то, можно делать совершенно безбоязненно большие сцены детализированные, снимать ткани, снимать пейзажи, не бояться, что у вас там, не знаю, ветки какие-то там бензиновыми разводами пойдут вдалеке или там ткань волнами поплывет. Нет, в принципе, с муаром здесь все очень неплохо, действительно. Причем большая часть пейзажных снимков, про которые я тут говорю и показываю, я делал в тенистом лесу на ISO 160, на диафрагме f8. Соответственно, у меня там выдержки были там 1/8, 1/10. Вот, ну, такие достаточно длинные. Все снимки делались с рук, штатив я не использовал. И тут нужно отметить, что в камере есть матричный стабилизатор, он очень круто реализован. Конечно же, он не дотягивает до актуальных моделей на микро 4 третьих, но там и матрица меньше, ее проще стабилизировать. Ну, в общем, я могу сказать, что стаб здесь реально хороший, он уже классно работает. И это классно, что практически все производители современные стали делать так, что матричный стаб это уже не какая-то диковинка, какое-то чудо, там, что он в камере появился, о господи, какое удивительное изобретение. Нет, теперь это становится обыденностью, и матричная стабилизация это очень хорошо. Ну и динамический диапазон у этой матрицы тоже вопросов никаких не вызывает. У Fujifilm их все современные камеры одни из лучших вообще существующих по динамическому диапазону кропов. Ну, наверное, лучше только Pentax K3 Mark III, остальные, ну, где-то там позади, но не очень сильно. Ну, соньковские кропы тоже, в принципе, по DD неплохо себя ведут, но вот остальные прям по сравнению с ними печалька, потому что там у Canon кропы не выдающиеся далеко по динамическому диапазону, у Nikon кропы тоже довольно слабенькие, 20-мегапиксельная матрица, там ну, не очень-то там высокий динамический диапазон, даже ниже, чем у некоторых камер на микро 4 третьих. Кратко говоря, опять же, динамический диапазон здесь на высоте, он почти что уже может соревноваться там с полным кадром. Конечно, не дотягивает до каких-то современных полнокадровых камер, но он реально хороший. В плане высоких ISO тоже здесь какие-то изменения не очень-то заметные или какие-то невероятные, но я тут могу отметить несколько вещей. Ну, во-первых, будто бы потолок терпимых ISO, ну, на мой взгляд, может быть, я зажрался, но он стал как-то чуть пониже, чуть-чуть упал. То есть раньше я, например, на даже 24-мегапиксельных камерах, там, допустим, X Pro 2, я когда юзал достаточно активно, мог поднимать до 3200 ISO, и там получалась сносная картинка. Ну, в принципе, по шумам там было все неплохо. Сейчас, наверное, потолком я бы назвал ISO 2500. То есть чуть-чуть как-то подопустилось это все. Хотя в любом случае лучше выше 1600 ISO на современных кропах вообще не поднимать, ну, только в каких-то критических ситуациях, где тебе важнее все-таки сделать снимок, чем сделалось у тебя что-нибудь смазанное. Пускай будет зато резкое, дерзкое, но с шумами. Бог с ними, там ты их подавишь чуть-чуть.
Ну и во-вторых, я такую тенденцию заметил, что что-то у Fujifilm немножко с экспозицией какие-то приколы начинаются, потому что при одинаковых настройках, при одних и тех же показателях ISO, например, если сравнивать с какой-нибудь камерой Sony, тоже кропнутой, даже там более старой какой-нибудь, почему-то у Fujifilm получается, ну, может где-то на треть, может там на четверть потемнее картинка, хотя все остальное во всех настройках все одинаковое. Тут несколько вариантов может быть, или это какая-то особенность замера, может быть, да, ну там чуть-чуть врет неосознанно как-то, или же это осознанная такая наебочка, и Fujifilm чуть-чуть привирает насчет того, какие по факту ISO сейчас используются, потому что по сути, ISO сейчас это виртуальный такой показатель, он там от балды пишется большинством производителей, ну так, примерно, да, какой-то там стандарт остается. С цветом дела обстоять стали чуть получше, и автоматический баланс белого не так часто тупит, как это позволял себе делать раньше. У более старых Fuji там иногда бывали у него прям жесткие закидоны какие-то, в совершенно обыденных ситуациях мог выдать страшенную какую-то картинку чудовищную. Нет, сейчас с этим стало чуть получше. В любом случае требует контроля баланс белого. Ну, рожи у людей все еще красные у Fujifilm. Это прям какая-то у них неизлечимая, похоже, болезнь. Последний раз получается, что у них нормальный скинтон был на S5 Pro, что ли, в нулевые. Я не знаю, ну типа, ребята, вы те же самые вроде люди занимаются сейчас разработкой алгоритмов, почему тогда был цвет прекрасный, а сейчас стал дерьмовый, не очень-то непонятно, если честно. Я вот попробовал на эту камеру поснимать такой стрит от бедра, включил автоматическую фокусировку по всему полю кадра с определением лиц, следящую к тому же. То есть, ну, если вот человек в кадре появляется, он должен сразу схватить лицо и его сопровождать. Ну и при этом также включил электронный затвор, чтобы заодно посмотреть, как он будет отрабатывать, не будет ли какого-то роллинг-шаттера серьезного. И что я могу сказать? Во-первых, фокус очень часто мажет, он далек от идеала, он постоянно соскакивает на задний план. Иногда бывает, что попадает и довольно неплохо, но большинство снимков при таких настройках будут бракованы. Проще, честно говоря, или не пользоваться вообще автофокусом, вручную сфокусироваться там, да, как тебе нужно, и снапшоты делать, или же сильно прикрыть диафрагму и фокусироваться по одной точке. Это будет гораздо эффективнее, и слежение вообще к чертям выключить. То есть, ну, я имею в виду, в плане стрита это будет эффективнее. Но не только во время стрита, но и, в принципе, во время даже какой-то там совершенно обыденной портретной съемки фокус ведет себя не слишком адекватно зачастую. Но для портретов, короче, вполне себе покатит, но какой-то экшон, какие-то спортивные мероприятия я бы с таким фокусом, ну, не взялся бы, наверное, снимать, потому что он ведет себя немного дурацко. Слежение и трекинг тут, кстати, тоже есть, и здесь оно тоже достаточно все такое неуверенное. Трекаемый объект может потеряться, может просто на него забить болт, например, камера внезапно, ну не знаю, как это описать. В общем, честно, фокус, он нормальный, в общем-то, он работает, но так, типа херовенько. Ну, а электронный затвор, он имеет все же недостаточно быстрое считывание. Это, опять же, не микро 4 трети, где совсем уж, да, как бы гораздо меньшая матрица. Здесь не так быстро считывается картинка, и поэтому роллинг-шаттер тоже присутствует. Там какой-то движущийся объект, и их немножечко размазывает и растягивает. Еще также автофокус постоянно пытается, когда у тебя включено определение лиц, найти лица совершенно вообще в случайных местах, там в деревьях, кустах. Ты там, не знаю, если забыл выключить, если начал снимать пейзажи, у тебя постоянно какие-то в деревьях глаза он там находит. Это просто выглядит максимально комично. Это причем даже не похоже на лицо никоим образом, но почему-то алгоритм настолько тупой, что решает, что там есть лицо. Бог с ним, не включайте просто это. Постоянно приходится, да,
ну, жонглировать, в общем, методами фокусировки. И еще такой момент, что при определении лиц он вообще ненавидит очкариков. Изредка бывает, что фуджифилмовский алгоритм все-таки видит очкарика, и лицо, и глаз его. Но очень часто, не то, что там, знаете, там один из там 10 он не попадает, а он наоборот где-то 50 на 50, вот он видит очкарика, и он может притвориться, что его не существует. Просто ему, например, задний план станет интереснее, там стена какая-нибудь, как будто что-то несущественное перед ним. Очкарик, вообще он за людей их не считает. Ну ладно, меня, в общем, немножко понесло уже по теме херового автофокуса, просто он реально очень странно себя ведет. Он не ужасен, он работает, но его постоянно нужно очень жестко контролировать. И, конечно же, такой автофокус, который есть у Fujifilm, конкретно этой модели X10, ну и в X-T4, в общем-то, он не дотягивает до тех стандартов, которые задают сейчас актуальные камеры Sony, Canon или даже Nikon. И давайте все же вернемся к теме цвета, потому что сейчас появились, например, у Fuji дополнительные разные, не то чтобы уникальные, опять же, у Nikon такие же тоже примерно есть по функционалу настройки автобаланса белого, у него есть, опять же, тоже не уникальная, как и у всех, тонкая его подстройка, то есть, в принципе, ты можешь подкрутить настройки, как тебе удобнее, там, добавить мадженты, добавить холода, добавить тепла, как тебе хочется, можешь, в принципе, поковырять. Все равно, конечно, автоматический баланс белого иногда ведет себя немного дурацко, но в общем и целом он не такой катастрофически плохой, как раньше. Если оставить все по умолчанию, то мы увидим вполне себе сносный цвет. Он, конечно, не будет каким-то там шедевральным или удивительно прекрасным, он будет просто, ну, такой нормальный, покатит, не знаю, там, не выдающийся, но сойдет, короче говоря. Нормальный баланс белого, можно потом на посте накрутить, конечно же. В основном он, конечно, довольно посредственный, но это мы, опять же, говорим, если про съемку в RAW, но здесь же есть великолепный, всеми так любимый JPEG с имитациями пленок. Давайте-ка вот про это немножко тоже пару слов скажу. Сделал я в порядке эксперимента селфи свое, так как камера это позволяет. Ну и по настройкам здесь автоматический баланс белого. Никакие профили не настраивались, то есть там в плюс-минус я ничего ни у одного профиля не гонял. В настройках все просто вот по умолчанию все на ноликах стоит. В настройках, если вы понимаете, о чем я говорю, если вы Fuji точно понимаете. Ну и давайте глянем, собственно, уже на картинке. Для начала вот вам Provia. Как камера, в общем-то, все видит обычно. Это вот стандартный баланс белого, в принципе. И в RAW также, как правило, все выглядит. Красный свитер у меня тонально смещен оказался в синеву. Загорелая кожа выглядит красной, прям розовой. Но вот зелень и небо на заднем плане вполне нормальные, они такие сдержанные, аккуратные. В профиле Асти слегка изменились цвета, кожа стала мягче, но все еще с уходом в мадженту остается. Свитер стал чуть более похож на красный, но все равно перевранный. Ну и давайте вдарим тяжелой артиллерией. Включим профиль Velvia. Он, конечно, и не задумывался как бы для съемки людей, но и на позитивную съемку он не слишком-то похож. Скорее, просто в тупую выкрученной насыщенности относительно обычного профиля Provia. Classic Chrome уже поинтереснее, он тона делает чуть блеклыми, двигая так синий в сторону циана, зелень делая холоднее, теплые тона слегка бледноватыми, но кожа все равно довольно печально выглядит. Вот относительно свежая имитация Classic NEC, классический негатив, поступает более радикально, в жалкой попытке закосить под старую добрую Superia. Контраст пережали ребятки, а красный чрезмерно увело в оранжевый тон. Ну, скинтон, конечно, стал получше, хотя скорее теперь он похож на такого больного гепатитом, а свитер стал почти рыжим. Ну и напоследок давайте глянем еще на
Акрос, без дополнительных подстроек. Ну и да, конечно, выглядит поинтереснее, чем стандартный ЧБ режим. Еще можно было бы на этой картинке включить красный виртуальный фильтр, и тогда кожу бы высветило посильнее, небо стало чуть драматичнее. Ну а вот так приблизительно выглядела картинка в реальности. Это я уже ручками настроил RAW. Свитер такого красного цвета, как был, лицо просто загорелое, а зелень зеленая, а небо голубое. И чтобы сделать нормальный удобоваримый цвет, я потратил какое-то время, ковыряясь в Capture One. Я, в общем, к чему это все говорю? Картинки с Fuji всегда требуют обработки. И да, на посте тебе придется всегда крутить равы, чтобы добиться какого-то нормального удобоваримого цвета или хотя бы просто хоть сколько-нибудь интересного, а не вот такого вот отвратительно пережаренного. Можно, конечно, снимать в JPEG с этими имитациями. Они довольно широко настраиваются, можно поменять настройки, то есть добиться какого-то такого на свой вкус и цвет наиболее подходящего варианта. И, в принципе, можно ими также жонглировать. Можно включить брекетинг вот этих имитаций, да, там, по-моему, до 5 сейчас можно одновременно выдавало, чтобы камера тебе вариантов. И стоит признать, иногда действительно вот эти вот профили выдают симпатичную картинку, но чаще всего у них все равно получается какая-то хуета, поэтому лучше снять в RAW, а потом уже самому руками накрутить. Или на посте, опять же, в любом редакторе можно эти профили накинуть и посмотреть. Fujifilm X10 это, в общем-то, отличная камера для того, чтобы войти в систему Fuji, вот эту кропнутую, и она обладает довольно большим функционалом, у нее большое количество настроек, и она почти что не уступает, наверное, даже флагманским моделям, ну, тем моделям, которые были на момент ее выхода. Сейчас, понятно, она далека от там, XT5 или XH2. С другой стороны, камера, по идее, может начинающему-то как раз фотографу немножечко поднасрать, потому что она слишком уж требует большого количества контроля в разных аспектах. Нужно постоянно переключаться между режимами фокусировки, менять типы слежения, там, постоянно следить за балансом белого, постоянно за камерой приглядывать, постоянно все контролировать и не давать ей как-то спуска. И плюс снимать лучше в RAW, опять же, тратя тогда большое количество времени на постобработку, просто заседать за компьютером, чтобы каждую картинку там покрутить. И ну, не каждому это понравится. Просто если ты хочешь получить результат не тяп-ляп и не какую-то херню, что там сама камера придумала от балды, а добиться чего-то достойного, то тебе надо прям запариться с этой камерой. А ведь Fujifilm X10 еще и гибридная камера. Она снимает довольно неплохое видео, у нее резкое 4К с большим битрейтом и так далее. Но, опять же, если ты по умолчанию какие-то профили используешь, то там абсолютно ублюдочный цвет, как я уже показал, и это пиздец просто какой-то из этого потом нормальное что-то накрутить не получится. Тебе в любом случае придется снимать тогда видео или в плоском профиле хотя бы, да, или уже в влоге даже. Опять же, на посте сидеть и там, не знаю, накидывать какие-то луты или самому руками все настраивать тотально. В общем, тратить на это тоже большое количество времени. И это я еще не говорю про то, что у нее маленькая батарейка старого формата, которая улетает просто мгновенно. Особенно если ты пишешь 4К с хорошим битрейтом включенным, то там просто батарейка просто тает на глазах. Ну, я не засекал, насколько ее хватит. Ну, минут на 30, наверное, как раз вот примерно и хватит, сколько камера максимум может записать один ролик. Ну, и перегрев, возможно, также более чем, потому что я, например, писал как-то на нее ролик где-то, ну, примерно полчаса он был, там, ну, минут 25, наверное. Да и градусов примерно 25 была температура среды. И писал, причем не в 4К, а в Full HD. Достаточно жирные все равно настройки были, качество. И камера накалилась так, что ну, на ней можно было как на плите какой-то приготовить, наверное, обед. То есть она прям была пиздец какая горячая. Так что если снимать на нее какое-то соберешься серьезное там видео, то, наверное, только в каком-то клиповом формате, нарезая там из небольших фрагментов. Ну, качество видео действительно будет хорошее, но, опять же, длинное видео на нее писать не особо-то получится, тем более у нее есть там ограничения по длине ролика. Единственный способ, наверное, победить это питать камеру не от батарейки, а от розетки. Вот сейчас я, например, пишу себе на камеру, которая питается от розетки. Но опять же, это тоже большой минус, потому что человек
Во-первых, начинающему это геморрой какой-то, и не все пишут говорящую голову, как я в данный момент, а быть привязанным постоянно к розетке это как-то пиздец тупо. Я думаю, что XS10 это хорошая камера для человека, который уже сидит на Fujifilm. У него, допустим, какая-то старая камера в системе Fujifilm, и он уже оброс как-то оптикой и хочет сделать себе апгрейд, то это действительно очень неплохой вариант, потому что она гораздо лучше, чем старые Fujifilm по своей начинке, по своим возможностям. И при этом она не избыточна и не стоит так дорого, как флагманские модели, за которые ты там не совсем понятно, в общем, часто за что переплачиваешь. За тот же X-T4 там разница между этой камерой и им только в том, что здесь батарейка подохлее и нет влагозащиты. В целом все то же самое, в общем-то. Ну, если, опять же, требования человека к технике достаточно скромны и такие, ну, на любительском уровне он ее использует и не парится. Ну, или камера, кстати, неплоха для какого-нибудь обладателя более топового фуджа, как дополнительная камера, как вторая камера, которую он, допустим, вешает там себе куда-то на разгрузку. То есть он, допустим, поливает, снимает там какой-то материал там или какую-то съемку делает на флагмана, иногда у него просто с другой оптикой, допустим, тут висит как запасной вариант еще XS10, чтобы постоянно не переодевать оптику. Тем более, что потом с двух фуджей разных смачить картинку будет попроще, чем с разных каких-то моделей и разных производителей камер, потому что баланс белого у них будет похожий, одинаково хреновый. Так что я считаю, что Fujifilm XS10 это все-таки камера для опытных фудживодов. Для начинающего, скорее всего, камера была бы мучительна. Нет, конечно, она неплохая, ты можешь ее взять, я ни в коем случае не останавливаю от этого. Хочешь, иди купи себе XS10 и как бы занимайся всем вот этим вот мудоханием, которое я сейчас озвучил, но если человек начинающий, у него, допустим, это первая камера, и он только хочет вот APC-шку себе какую-то взять, чтобы иметь качество лучше, чем у телефона, то я бы все-таки посмотрел, наверное, на актуальные камеры какие-то из такого недорогого любительского сегмента от Canon или от Nikon. Ну, потому что они, во-первых, имеют гораздо ниже порог вхождения, у них все проще, они как-то более повернуты к пользователю лицом, и у них гораздо лучше баланс белого, гораздо лучше автофокус. Но они как-то дружелюбнее, что ли, к человеку, который еще только учится азам. Ну, недавно была анонсирована XS20, это уже следующая модель в этом вот ряду. И там как раз сделали огромную работу над ошибками. Во-первых, там увеличили батарейку, там улучшили автофокус, там появились гораздо более качественные алгоритмы, такие же, как у флагманских моделей, тех же X-T5 и XH2. И у нее появился крепеж для вентилятора активного охлаждения, потому что они реально поняли, видимо, что камера таки перегревается. XS20, наверное, тоже очень неплохой вариант. Я ее в руках не держал, на нее не снимал, но прям по характеристикам и по тому, что я уже про нее почитал, видно, что они кучу косяков вот этой вот модели, которую мы сегодня обозревали, исправили. Но я надеюсь, что вам было интересно узнать мое мнение про Fujifilm XS10. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, пишите, что вы в принципе думаете там. Если есть желание поддержать канал, подписывайтесь на Бусти. Ну, я желаю всем хороших снимков и пока.